Эх, Всем привет, ребята. Я не думал, что мне придется когда-либо записать это видео, но сейчас мне придется взять, вывернуть наизнанку и изнасиловать ваше представление о CSGO. Так что добро пожаловать на похороны, Valve. Я долго это терпел, и теперь мне придется взять и вбить последний гвоздь в гроб с CSGO. И как долго она будет лежать там и умирать, зависит от того, услышит ли нас Valve или нет после выхода этого видео. Итак, главная тема этого видео будет в том, что ВАК не работает и Valve никак не борется с читерами. Но для начала давайте проследим путь того, как КС дошла до такого состояния, в котором она сейчас находится. Как вы все знаете, игра вышла в 2012 году. И сразу интересный факт того, что некоторые про-команды получили CSGO до релиза, что потом давало им немалые преимущества над другими командами. Уже прослеживается такая некая нечестность, не так ли? Я лично начал играть в нее, когда средний месячный онлайн игроков составлял приблизительно 50 тысяч человек. Это был 2012 год, и, как вы знаете, в самом начале не было рейтинговой системы и скинов, и все было вроде бы неплохо, кроме оружия. Оружие тогда было ужасное. В принципе, как и сейчас. После 30 октября в 2012 году был добавлен соревновательный режим с возможностью получения звания. И теперь давайте-ка вообще вспомним, что ж КС вообще за игра-то такая. Верно, это соревновательная игра, где каждый пытается превзойти другого, несмотря ни на что. Играет ли парень в твоей команде или против тебя, счет у тебя должен быть в любом случае больше, чем у этих двух ребят вместе взятых. Еще с времен 1.5 школьники щеголяли друг перед другом, хвастаясь скиллом в КС-ке. С развитием контры киберспорта в целом это никуда не исчезло. И более того, начало жить своей жизнью. Не можешь играть своими руками, придумай, как играть без рук. Так и появились первые ребята, которые решили гнуть других, используя сторонний софт. И вообще за весь лайфтайм контры, читеры и КС-ка это неразделимое понятие в априори. Можем даже вспомнить с вами классический мем про скилл игроков, когда админ на паблике тебя банит, и ты такой потом ходишь и всем рассказываешь, типа, я настолько классно играю, что меня админ забанил, написал, что я читер. XD. Но шутки в сторону, читеры были и до того, как появилась CSGO. С приходом смерти двух предыдущих версий игры все ждали, что в CSGO будет что-то по-другому, по-новому. Но игра-то хоть и новая, но люди все те же. И ребята, которые занимались написанием читов для CSS, недолго мучились, и в итоге появился первый чит для CSGO. И если до появления в CSGO матчмейкинга на пабах читеры как-то не очень мешали, часто их просто кикали и все, то с появлением ММа у людей появилась новая цель — апнуть звание. Хочу быть глобалом, вау, буду выделываться, девочки будут мне давать. И все бы ничего, до появления CSGO мы терпели читеров 12 лет, терпим их в принципе до сих пор, уже 2017 год на дворе. Но в 2013 году появились первые скины и ножи, популярность игры начала лететь вверх. И если тогда в 2012 году читеры не были каким-то мимолетным явлением, они попадались довольно часто, то сейчас же в 2017 году с месячным онлайном в CSGO приблизительно 10 миллионов и сверхпопулярностью приватных читов несложно догадаться, что ситуация с читерами лучше не стала. Тем более, что левые сервисы типа Faceit либо ESA вечно трубят, что типа у нас читеров банят, так что приходите к нам играть. Дополнительно давая этим понять, что просто в ММ играть невозможно. И в целом Valve все больше огорчает. Вспомнить случай, когда игрокам просто давали бан трейда, тот же Anomaly. Если бы у него не было его YouTube канала, его зрителей, то вряд ли бы у него получилось достучаться до Valve и получить снятие бана. Ну а что ж делать простым игрокам, которые месяцами ждут ответа от саппорта? Ну это так, претензия просто к Стиму. И еще интересная история. Как вы знаете, Valve сама не организовывает турниры по CSGO. Этим занимаются другие компании, которые находят спонсоров, устраивают турниры и из своего кармана дают деньги на призовой фонд. Также они выкупают права, как оказывается, на трансляцию игры, транслируют эту игру, например, через Twitch, этим отбивая деньги. И как оказалось, эти ребята еще могут давать другим стримерам бан. В этом числе оказался мой знакомый Братишкин. И это все также показывает, как Valve ложит
на все большой и толстый. Ведь если какая-то левая компания выкупает права на показ трансляции, зачем тогда оставлять в игре возможность свободно смотреть трансляцию через GoTV? Убери, и все, не будет никаких у людей претензий. Также, пока я искал, компании нигде не указывали, что за это они могут давать бан, но, как позже выяснилось, все-таки могут давать, и это выяснилось через левого человека, через Арсения Треноженко Акасеня, который сам спросил у представителей Алиджа и Valve. Конечно же, другое дело о том, как они раздают эти баны. И здесь очень много вопросов. Но самый очевидный вопрос. Если вы баните всех, почему вы не забанили меня? Я уже не первый раз стримил турниры, и я даже не знал, что за это могу получить бан. Но все же в последний раз, когда я стримил турнир, я знал, что мог получить бан, и стримил целенаправленно, чтобы донести до ребят из StarLadder, что может лучше не банить стримеров, а как бы сотрудничать с ними. Если бы вы пригласили, я бы с радостью приехал и прокомментировал бы какой-нибудь матч. Ну а на деле я получил два непонятных сообщения. Первое в Дискорде, второе ВКонтакте. ВКонтакте это вообще самая лучшая платформа для общения с официальными представителями StarLadder. Спасибо, ребята. С открытой личкой ВКонтакте ваши сообщения находятся очень классно. Тем более, когда у вас на аватарке стоит непонятно что. Официальный представитель StarLadder. Ну я надеюсь, что в дальнейшем вы хотя бы за месяц до мажора напишите на почту. Тем более, если вы можете банить через Twitch, значит вы можете и почту пробить. И как бы предложите какие-то пути решения, чтоб и вам, и нам. И посодействуйте как-то в разбане Twitch канала Братишкина, а то попахивает какой-то личной неприязнью. Возвращаемся к контре. В целом, из последних обновлений мы видим, что для обычных игроков ничего не делается. Все больше упор идет на профессиональную контру для получения профита. Ведь даже не организовывая турнир, Valve получает рекламу своей собственной игры и еще дополнительно денежки. И как белый день ясно, что Вольве выгодно, чтобы в игре были читеры. Ведь после бана ты как наркоман думаешь, а где бы мне взять денежку, чтобы новый аккаунт себе купить? Также бытует много теорий заговора о том, что Valve сама создала Faceit, ESA, левые сервисы, на которых типа нет читеров. И дополнительно оттуда еще денежку сосет. И мало того, сотрудничает с авторами читов, да еще сама читы и пишет. Но это не точно. И многие сейчас, смотря это видео, скажут, ну да, читеры, Valve дно, забей, играй в что-то другое, что ты паришься, ты ж не про-игрок, читеры были и будут, тебе же лучше, есть о чем видосы снимать, CSGO драма, Ну тут речь даже не обо мне. Если еще 5 лет назад для того, чтобы зарабатывать деньги с CS ты должен был быть про-игроком, то сейчас достаточно купить приватный чит, создать себе Twitch, либо YouTube канал и записывать, как ты лежит катаешь и кормить своих зрителей топ-контентом. Создаешь вид крутого игрока и зарабатываешь деньги, даже не залезая на про-уровень. Классно, да? Как, в принципе, многие сейчас и делают. Но если это делают ваши любимые стримеры, ютуберы, то где гарантия того, что на про-сцене нет читеров? Тем более, что уж часто можно найти интересные моменты, которые никак, как кроме софта, объяснить нельзя. Либо шара, либо софт. Ну, наверное, шара, ведь бана нет. Но теперь мы с вами переходим к самой вкусной части. Турнир с призовым фондом в $1 миллион прошел неделю назад. И самое интересное, что вакбана у меня до сих пор нет. Но перед этим немного предыстории. Ровно 2 месяца назад мы сидели с ребятами в Дискорде, и я задался таким вопросом. Почему мы, имея аудиторию свыше 1 миллиона человек, ничего не делаем для игры и сообщества? Не пытаемся сделать что-то лучше, достучаться до разработчиков? Сколько можно доить эту корову? Мы все заходим в контру не потому, что хотим играть в нее. Играть в нее невозможно. А чтобы записать что-то, переступать через себя, тратим колоссальное количество времени и сил, чтобы просто собрать материал, который посмотрят и скажут, да он там у парня 10 тысяч подписчиков, он всех вызывает поиграть 1 на 1 в интернете, наверное, у него контент лучше. Но даже дело не в контенте, а дело в том, что ребята с софтом просто превращают игру в способ быстро подняться на Твиче и на Ютубе и получают себе бабки. Классно. В итоге, 2 месяца назад мы вместе с Лайкером, Февсо, Джасти, Кости и многими другими ребятами решили послать сообщение Вольве и показать, насколько просто и, главное, безнаказанно можно юзать читы в CSGO. Такой прикол еще типа сделать, ты такой, да не, Дима, не пались, мы ж ролик на YouTube пилим. И так, знаешь, такая типа пауза. Вот так большинство людей сейчас и записывают свои ролики. Начнем с того, что читером я стал на полгода раньше. Многие из вас помнят у меня на
канале ролик про Pokemon Go в CSGO. У меня вместо курицы были покемоны, а вместо гранаты взрывной у меня был покебол. И это все было сделано с помощью так называемого чита, потому что другим способом поменять ты файлы в игре не можешь, и при этом играть в матчмейкинг. Этот чит заменял выбранные мной модельки на другие. В написании этого простого относительно чита мне помогал создатель приватных читов. И как раз благодаря этому парню я узнал очень много интересного о работе Вака, да и читов в целом. К справке, аккаунт, на котором я менял скины и записывал тогда ролик, это был, естественно, не основной аккаунт, а купленный где-то за 200 рублей специально для записи, но он до сих пор у меня есть, и Вака там до сих пор нет. Практически по такому же принципу работает всеми известный Skin Changer, который меняет скины ножей, перчатки. С точки зрения игрового процесса это никак не вредит другим игрокам, потому что эти скины видишь только ты. Но в то же время заставляет задуматься о том, что если не забанила за замену моделек и текстурок, то что мешает тебе поменять еще что-то? Также непонятно поведение Valve, ведь они по сути теряют процент людей, которые могли бы все-таки когда-нибудь купить скин, насобирать там 500 рублей и взять себе что-нибудь. А они просто берут и меняют это с помощью чита. Теперь лирическое отступление насчет людей, которые пишут читы. Бытует неверное мнение, что как раз эти ребята и есть главные уроды, которые руинят игру. Но не было бы спроса, не было бы и товара. И мысли о том, типа взять и спалить его, записать какой-то ролик, это ничего кардинально не поменяет. Уйдет он, его место займут другие. Тем более, что мест еще очень много, так что бессмысленная затея. И просто писание читов под себя уже давно себя исчерпало, это уже давно превратилось в бизнес. Они лишь зарабатывают деньги в той среде, которая это позволяет. И Valve дает для этого все инструменты, хорошо все это дело подпитывая. Давайте-ка же все-таки разберем, как же работает Вак. Сейчас будет очень много слов, я их буду интерпретировать по-своему, но суть примерно такова, даже если такого не является. Вак, он же Valve Anti-Cheat, это античит для CSGO и в принципе для всех игр, которые поддерживают Valve. Но мы именно будем говорить о Ваке CSGO. Это античит, цель которого банить читеров, а на деле, конечно же, он делает все наоборот. Серьезно, ребят, Вак это просто шутка. Чтобы на 100% получить Вак-бан, нужно найти на каком-то старом форуме публичный чит, запустить его и, возможно, тогда ты получишь бан. Как вообще Вак работает? Вместо того, чтобы именно обнаруживать читы у вас на компьютере, он просто проверяет сигнатуру. Когда чит детектится Ваком, это означает, что в расположение Вака попала сигнатура чита. Сигнатура — это, другими словами, уникальный идентификатор чита. Каждый чит, который компилируется с каким-либо изменением кода, будет иметь свою собственную уникальную сигнатуру. И как Вак только получает эту сигнатуру, он ее после этого хранит у себя в базе данных. Только самому Габену известно, когда делается дамп памяти, это типа скриншота памяти, только в текстовом виде с вашей запущенной контры. Если вдруг в тот момент, когда ты играешь с читами, дамп памяти попадает в Valve и сигнатура совпадает на 95%, то поздравляю тебя, чувак. Ты один из тех людей, который умудрился получить Вак. Как видишь, уже понятно, что Вак работает по системе «не пойман, не вор», вместо того, чтобы чекать все и вся. Все это дело работает на автомате, и как только у Вака появляется сигнатура чего-либо, он очень долго ведет сбор дампов других игроков для того, чтобы на 100% удостовериться, что да, это чит, они его юзают, даем им бан. То есть, если ты написал сам себе чит и никогда никому его не давал, то процент бана сводится к нулю. А как же работают читы? Есть 3 типа читов. Нет, это не ВХ, который работает по кнопочке. Да, Максим? И, конечно же, не Sound ESP. Не пикает у тебя ничего в наушниках. Кто вообще придумал, что оно пикать должно? То, что в чите есть wallhack, либо AIM, либо Skin Changer, это уже по большей части функционал чита. И что при создании квадратов, что при включении AIM, делаются одни и те же действия. Это чтение, изменение и запись памяти. И зная, что за что отвечает, ты в принципе можешь добиться определенного результата, которого ты именно хочешь. Но как раз античиту все равно, что ты делаешь. Прописываешь себе wallhack, либо, например, делаешь себе AIM. Как я уже и сказал ранее, для него это одни и те же действия, изменение памяти.
Поэтому все читы по большей части отличаются как раз способом инжекта для взаимодействия с памятью. И первый это internal, то есть внутренний, который внедряется прямо в процесс CSGO и уже там выполняет нужные ему хуки. Есть внешний external, которые работают через отдельно исполняемый файл и работают через так называемый handle. И есть чит 2 в одном. Internal и external сразу. Это чит, который внедряется в левый процесс и уже оттуда производит записи чтения памяти CSGO. Ах, да. Память. Что ж такое память? Движок самой игры, весь ее код упакован в 3-4 файла, общим весом где-то в 30 мегабайт. Все остальные это карты, модельки, они несут лишь декоративный характер, ну и весят больше всего, потому что по сути это вся визуальная часть, она много весит. Сам же код игры, он очень маленький относительно, вмещается в 30 мегабайт. Например, Volve надо сделать какой-то апдейт, связанный там с движком. Они у себя в коде меняют, потом берут это все дело, компилируют, другими словами, собирают. И в конце, в итоге мы получаем DLL файлы, с которыми напрямую уже ты вряд ли сможешь взаимодействовать, потому что они за все закомпилились. Не можешь ты их просто открыть и изменить, что тебе надо. Для этого нужно знать адрес значения в памяти, а после каждого обновления их нужно узнавать по новой. Делается это либо через дамп памяти, либо динамически через паттерны. И называются эти адреса ассеты. Зная ассеты, ты можешь хукнуть, например, хп игрока и вывести потом себе это на экран, и ты будешь знать, сколько у твоего противника хп. Как сделать это, я, конечно же, говорить не буду. Итого, знаниями того же C++, на котором и написано CSGO, можно сделать все, что твоей душе угодно и на что тебе мозгов хватит. Ребята, например, которые продают приватки, защищают слив чита в паблик, привязывая, например, чит к жесткому диску. То есть на другом компе он просто не запустится, этот чит, если ты другу его кинешь. Также они могут подвязывать базу данных, и создателю чита будет отправляться вся информация об аккаунте, на котором был запущен чит. Steam ID, где, с кем играл, во сколько, с каким счетом, на какой карте. Все. Вплоть до того, что будет отправляться твой IP-адрес, полная характеристика твоего ПК, все это можно сделать, ребята. Таким образом, создатели читов имеют полную информацию о тех людях, которые играли с читом, которую потом можно продать, либо шантажировать, например, известных ютуберов, говорить, что вот за бабки мы сольем все. И как раз благодаря таким ребятам я получил лог, в котором записаны все запуски читов, Steam ID за 2015-2016 год довольно большого количества приваток. И да, в этом списке есть и стримеры, и ютуберы. В принципе, проверяется очень это все дело легко. Тем более, что большая часть приваток была просто закопипащена совсем другого чита, которые потом ребята переделывали под свои и делали из них уже свои приватные читы, потом их продавали. Так что, ребята, если вы сейчас смотрите это, знаете, земля круглая, представляете? Теперь думайте, кто вас спалил, и вспоминайте, у кого вы все это дело покупали. Но пока у вас есть еще возможность сойти с этой кривой дорожки, живите. Нахуй вы кому надо. И сразу я отвечу на комментарии Ивановых, которые уже тянутся разгрузить дизлайки под этим видео. Зачем ты это рассказал и показал? Теперь читеров будет еще больше, так только хуже. Рано или поздно игра сама себя закопает. И мы сейчас хотя бы пытаемся донести это разработчикам. Таким образом шансы будут больше, нежели просто на жопе ровно сидеть. Ну и пришло время перейти к экспериментам. Скажу сначала, что мы никоим образом не рекламируем какие-либо читы, я думаю, вы и сами можете их прекрасно найти. Приобретение чита. Открываем, значит, Яндекс, пишем КС и, о боже, сразу реклама предлагает мне платный чит. Совпадение? Подкрутил мне Яндекс. Посидев еще полчаса, мы уже смогли выбрать из целого арсенала. Выбрали прям, какой нам нравится. Тесты мы начали за неделю до мажора. Лично я играл со своего второго Prime аккаунта, на котором у меня Supreme. И с 16 января мы просто запустили чит. Играли в обычном режиме, то есть с выключенным АИМом, волхаком. Просто чит был запущен. Мы проверяли именно действие вака, забанит он или нет. Не в зависимости от того, включен у тебя АИМ или нет, чит запущен. Ты должен получить вак. Результаты. На 1 февраля вака нет. Вак проверку, я считаю, не прошел.
Эксперимент номер 2. Комьюнити. Мало того, что комьюнити КС никогда не блистало пониманием в матчмейкинге особо, так и еще когда говоришь тиммейтам, что у меня читы, кикните, пожалуйста, меня. И в 99% случаев они не кикают. Мы же с читером играем. Это easy win. По поводу, кстати, винов. Когда мы играли, мы специально просили ребят, чтобы нас кикнули, репортили. Писали, что играем с читами, проверяем вак. И если нас не кикали, мы либо ливали, но потом мы узнали, что за лив же все-таки бан дается. И чтобы по полчаса не ждать, проще было игру отыгрывать счетом 15-15, как мы и делали. И в плане комьюнити я могу сказать, что в таких масштабах оно уже ничего не может сделать. Это уже именно проблема Valve, напрямую связанная с тем, что они не могут сделать нормальный античит. И в таких масштабах это просто остается заходить в игру, кидать всем репорты, и в итоге все равно ничего не будет. Эксперимент номер 3. Мы все-таки хотели увидеть, работает ли патруль. Это были уже наши последние попытки. Мы собрались впятером в лобби, у каждого был запущен чит. Сразу писали, что мы играем с читами, просили, что пацаны нас зарепортили. Настраивали чит на Rage, именно что проявились все его функции, вдруг все-таки демка попадет на Overwatch, и как люди поймут, что типа мы с читами играют. Поэтому мы старались показать весь функционал чита, и в итоге как бытует мнение, чтобы попасть в Overwatch тебе якобы нужно 11 репортов получить. Мы отыграли 5 игр подряд, следовательно мы должны были каждый получить по 25 репортов. С того момента уже прошло 2 дня, ни один из 5 аккаунтов не получил блокировку. Патруль проверку не прошел. После этого я решил напоследок проверить сторонние сервисы Faceit и ESA. Чит спокойно запустился на Faceit, хоть и на Faceit есть античит, который ставится отдельно. Я смог начать игру, хоть и послетала половина функционала, не просвечивали стены, но все равно преимущество было и можно было его использовать в своих корыстных целях. После этого я спокойно еще отыграл в CS:GO, да, Classic Offensive. Чит работает и там, представляете, ведь это один и тот же движок. И чит работал ровно так же. В итоге я отыграл в сумме на Faceit 4 игры и получил бан, все-таки получил бан спустя 26 часов. Фивсо получил бан спустя 2 часа. И не ясно на данный момент, как работает античит, но факт того, что я могу отыграть минимум одну игру с читом, это уже как-то не очень. Также в блоге Faceit про античит было указано, что был забанен парень, у которого было 2000 игр на Faceit. Я не думаю, что парень играл сначала в КС матчмейкинг, потом ему попадались читеры, он решил забить пойти поиграть на Faceit, наиграл там 2000 игр и потом такой: давай попробую поиграть с читами, вдруг не забанит. Ну а на самом деле это походу младший брат, у него просто зашел, поиграл. Ну и последний это ESA. На нем чит не запустился, потому что античит рубит все левые попытки влезть в процесс игры. Другими словами, вак обходится, используя Ring 3 метод, а чтобы обойти ESA, нужен Ring 0 использовать. Сами гуглите, что это значит, оно того не стоит, короче. Но по крайней мере можно хотя бы такой античит сделать, Valve, а? Давайте-ка попробуем. Ну, в принципе, на этом эксперименты закончились. Дополнительно мы еще подождем до 15 числа, 15 февраля, и глянем, придет ли все-таки нам бан хотя бы на один аккаунт. Именно вак бан. Потому что тот же Faceit, он никак не пытается связаться с Valve и написать, что типа, мы забанили пацана, возможно, вы тоже забаните пацана. Итак, что мы имеем? Игра, в которую играют 10 миллионов человек в месяц, имеет просто нерабочий античит. И вы теперь, ребята, все это прекрасно знаете. Наша цель донести это до разработчиков CS-ки и заставить их сделать наконец-то нормальный античит. Я надеюсь очень сильно на вашу помощь. Разносите это видео с хэштегом FixCSGO, спамьте в паблике по CSGO на форумы. В этом случае спам не считается чем-то плохим, я думаю. Пишите русским зарубежным стримерам, ютуберам, кидайте им ссылки на это видео, пусть они реагируют на это видео. Ставьте себе в стиме никнеймы FixCSGO. И можете также кидать краткую ссылку на видео куда-нибудь. Записывайте также свое мнение по этому поводу и вставляйте в начало ролика хэштег FixCSGO. Переводите на свой родной язык, если вы смотрели это видео с субтитрами. Если, ребята, вы можете помочь с субтитрами, переводите субтитры на английский. Также заполняйте петицию. Также можете посмотреть это видео у Джасти и у Кости. И спасибо всем ребятам, которые поучаствовали в этом видео. Ну, а если ничего не выйдет, я больше не вижу смысла играть в эту игру.
500 рублей ставил, знаешь, Такой получишь взрослый мужик, на рофлишь подписку на игрушек Xbox. 15-15. Как говорится, предыстория. Мы ж типа с Костей записывали, как мы бегаем с читами, попросили парней, чтобы они попробовали нас по очереди кикнуть. Я как бы подтвердил, если бы начали кикать Костю, либо Костя, если бы начали кикать меня. В итоге некоторые парни просто кинули нам репорт, а кикнуть у них нас так и не получилось. Были попытки, но кто-то вечно не подтверждал. То есть пацаны узнали, что мы с читами, и решили сделать себе изи-вин. И так как мы не хотели ливать, чтобы получить полчаса бана, потому что нам надо было потом еще дальше идти записывать, я сказал ребятам с нашей команды, все говорили на русском, давайте мы сначала отдадим 15 раундов противоположной команде и потом нормально затащим сами 15. Я думаю, что у нас шансов побольше было, как бы, чем у команды противников. Но тут маленький щегол начал выделываться и говорит, что мы рофлим игру. Рофлим! Это ты рофлишь игру, ты тут Ты рофлишь игру. Взяли? Иди нахуй! Хватит рофлить игры, пиздюк! Завали ебало! Фаера тут при чем? Завали ебало! Взрослый мужик, 27 лет Наркоман, примерно, нахуй. ты долбоеб, честно говорю. Мы Два рофлеры. дебила, которые в скайпе сидят, блядь, и унижают всех. Да вы два дебила, это сила, просто скажи. Мы сидим в скайпе. В скайпе? В скайпе и рофлим игру про-по-пу. Объясни мне, почему я рофлю игру? Потому что ты специально сливаешь. Ты рофлер? Не, что слово рофлить означает? Объясни мне. Сливать игру. Узнал, что такое слово рофлить на самом деле. И он тупо, блядь, взорвался, нахуй вышел. Охуенно мне дали именно, блядь, граффити. Какой? Членодер? Нет, Ripe in Peace мне дали, блядь. Так, нога.